Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Сегодня мы с вами поиграем в одну, казалось бы, простую, но очень интересную игру. О чем игра? В некоторых сказочных государствах есть сказочные полянки, на которые можно выпускать сказочных коров. И эти коровы приносят с собой домой не молоко, а волшебный сок, который превращается в мармелад. На каждом поле у нас будет 3 фермера. Это вы. Каждый фермер может выпустить на поле до 9 коровок. Но на поле гораздо меньше места. На поле помещается всего 12 коровок. Смотрите, фермер желтого цвета выпустил 2 коровки. Фермер зеленого цвета выпустил 4 коровки. А фермер синего цвета, он, не знаю, жадный, не жадный, он решил выпустить 6 коровок на поле. Коровки заняли все поле, и травы на нем не осталось. Поэтому никто из фермеров не получит ничего. Хорошо, а давайте, например, синий фермер подумал, что это я такой жадный. И убрал одну коровку с поля. У нас с вами осталось одно свободное место. И вот этой травкой, оставшейся на одном свободном месте, питаются все коровки. Соответственно, смотрите, желтый фермер выпустил на поле 2 коровки. Поэтому с этого одного места он получит 2 мармеладины. Зеленый фермер выпустил 4 коровки. Поэтому с этого одного места он получит 4 мармеладины. А синий фермер выпустил 5 коровок. Поэтому с одного этого места он получит 5 мармеладин. Но синий фермер подумал, что может быть и 5 коровок много. И решил выпустить на поле 4 коровки. Давайте попробуем с вами теперь вместе посчитать, сколько мармелада получит каждый фермер. Так, давайте от каждой команды по одному человеку. Соня. Желтая команда получит 4 мармеладки. Да, правильно, смотрите, 2 коровки с 2 кусочков поля приносят 4 мармеладки. Саша. Зеленый фермер получит 8. Молодец. Вы знаете, что такое формула? Знаете, да? Давайте с вами запишем формулу, по которой можно считать, где же находится самое большое число мармеладинок. Максим. Да? Мне показалось, ты тоже знаешь правильный ответ. Да, но это неправильный ответ. Я знаю правильный. Хорошо, тогда, если Максим снял свой организаторный балл. Ответ число 6. Ответ число 6. Какое количество коровок, если остальные выпустили в сумме 6, лучше всего выпустить тебя? Одна мало. Так, 5 Получит мармеладинок. 5. 2, 8. 3, 9. 9. Лучше всего 3. Теперь, вооружившись этим знанием, мы наконец переходим к вами к серьезному выпуску коров. У нас есть оранжевый фермер, есть синий фермер и есть зеленый. Ребята, мы с вами играем 2 игры. Из каждой команды тот фермер, кто получил самое большое число мармеладок, выходит в финал. Все готовы? Отлично. Ну что ж, давайте в этот раз начнем с лукоморья. Оранжевый фермер. 2. Зеленый фермер. 2. Синий фермер называет свое число. 2. Выплата мармеладинок за помарки не производится. Имейте в виду, поэтому очень внимательно и аккуратно запишите, какое число коровок выпущено и сколько мармелада вы получаете. Так, давайте начнем с 30-го царства. Оранжевый фермер. 0. Синий фермер. 2. Зеленый фермер. 4. Пожалуйста, каждый из игроков запишите свободное место и свой выигрыш. Впереди 9-е царство. Начинаем с оранжевого фермера. 2 коровки. Синий фермер. 2. Зеленый фермер. 2. Замечательно. Пожалуйста, запишите все результаты первого тура. На поле лукоморья все игроки получают по 12 мармеладинок. Смотрите, они идут одинаково. Молодцы. Хорошо.
30-е царство. Здесь у нас вперед вырвалась Саша Сокол. Сколько у тебя? 24. 24. Максим, сколько у тебя? У меня получилось 12. 12. Даня? 0. 0. У нас У нас у всех по 12. Ну что ж, приступаем к второму туру. Ну что ж, давайте в этот раз начнем с 39. 3 коробки. 3 коробки. 2 коробки. 1 коробка. Считайте, записывайте, сколько мармелада собрали. Так, Я синий, я положил 4 коробки. 4 коробки. Нет, я положила, они лежат и не знаю. Так, хорошо, Даня. 0. Саша, 2 коробки. Да, замечательно, считайте. Че вы горе нас? Так, пожалуйста, команда Лукоморья. Мы все по 2. Вы все по 2. Давайте посчитаем теперь с вами выигрыш. Все посчитали? Да. Итак, назовите, пожалуйста, количество мармелада, которое собрал с поля каждый из вас. Я собрала 24 мармелада. Во второй игре ты сколько собрал? Второй 24. А первый 12. В сумме сколько ты собрал? В сумме собрал 36. Из 30-го царства на соревнования фермеров отправляется команда из двух. Максим и Саша. Наконец, 39-е царство. Посчитайте, пожалуйста, по сумме 2 игр. Кто из вас сколько собрал? 18. 24. 30. Из команды 39-го царства на соревнования отправляется один фермер. Михаил? Да. Михаил, который собрал 30 мармеладинок. Третья игра, где от каждой команды участвует игрок, получивший самое большое число мармеладов. Все команды готовы. Значит так, пускай выходит первый Миша. Синяя. Миша выпустил на поле 6 коров. Миша, ты сумасшедший! Кто следующий? Да. А, боже мой. Хорошо. Следующая команда. 3. Да? Выходите. Каков результат нашего соревнования? Вместе вам лучше всего было бы выпускать всегда 6 коровок. Как бы вы могли договориться, один выпустил 6 коровок, или все по 2 выпустили. Самое большое число мармелада — это когда на поле 6 коровок. А смотрите, как только вы стали соревноваться друг с другом, вы, во-первых, организовали ничью, а во-вторых, никто из вас не заработал мармелада вообще. Пока идет награждение, каждый, Так, кто Федя. получил уже награду, он говорит свое слово. Всем кажется, что эта игра довольно простая. Нет, игра это довольно сложная. Не всегда получается. Вот как в данном случае я поставил 6, подумал, что кто-то по-любому должен поставить 2 коробки. Но никто не поставил, и видите, что получилось. Надо думать сразу, уже видеть будущее, если ты так пойдешь. Да. Благодарю. Игра интересная, то есть развивает мышление. Да. Еще я научилась думать и за себя, и за других. И обсуждая, кому прибыль, а кому что-то в убыток, можно подыграть кому-то, а можно наоборот жадничать. Мне понравилась игра тем, что там в этой игре надо было постоянно высчитывать какие-то формулы и делать так, чтобы по формулам выяснить лучшее число, которое ты получишь. Команда логические вычисления.
как их разводить было интересно. Различные формулы и борьба, и увлекательность. Я, когда приду домой, попробую как-нибудь объяснить эту игру родителям. Эта игра кажется, что она такая легкая, но на самом деле это не так. Потому что тут надо считать и высчитывать, чтобы получилось все точно. И это, я считаю, что это командная игра. Приглашаем вас еще на проведение цикла таких подобных игр. У нас остался мармелад, и потом я надеюсь, что наши игроки с вами поделятся. Из этой игры они вынесли понимание того, что делиться и договариваться полезно.